Опять у нас все поменялось. Все-таки мы с пляжа отправляемся. С острова Гири нас забрала такая шикарная лодка. И на всех парах мы мчим на Ломбок, где мы продолжим наши приключения по Индонезии. Добрались мы до порта Ломбока. Нас ждет тут такая тачила. Тюнингованная прям, ух. И праворульная. Ну, в общем, будем мы на ней рассекать по Ломбоку. Только осталось найти чувака, который нам ее откроет. В общем, машина-то есть. Вот, но вопрос в том, как здесь ехать, конечно. Вроде типа остров не нагружен автотранспортом. Машины, тем не менее, есть. Сейчас я буду пробовать отсюда как-то выезжать. Вон наш чувак идет. Водила, пострижись, як перший раз. На этом этапе у нас произошла бедося. Парень, который приехал отдавать машину, хоть и красивый, но по-английски не бум-бум. Can I help you? На помощь нашему юному мамонту пришло два ушлых волка с Уолл-стрит. Объяснил очевидное, что нужно взять деньги и отдать ключи. На заправку заехали, сейчас мы попробуем заправиться. Вот движение такое нормально, прикольно, можно ехать, никаких проблем нету. Машин мало. Вышло у нас 42 литра, 660 тысяч. В общем, бензин стоит $1 здесь. Вырвавшись из города, дорога, которая проходит по побережью, мы отправились к нашему отелю. Дорога пролегает в основном через небольшие поселки, а местами выглядит вот так шикарно и современно. Машин здесь мало, полиции практически нет, поэтому ездить здесь вполне кайфово. Добрались до нашего отеля, называется он Риджани Лодж, мечеть рядом, уже радостное событие. Сейчас мы только-только добрались, конечно, высоко оно в горах находится. Здесь такой воздух чистенький, хороший. Сейчас мы посмотрим, как у них тут с парковкой. У нас отель крайне интересный. Интересный он своим панорамным видом, который открывается. Просто невероятный. Вот оно. Ух. Дух захватывает. Там рисовые террасы. Здесь джунгли. Внизу горный ручей, а вот там наверху Ринджани. Вон он весь в тучах, на который, или там, на который мы как-то соберемся и поднимемся. Ух ты! Ну просто космический вид. Здесь вон лежачки, бассейн такой, вау, панорамный вид. А вот это наш номер. Посередине здоровая кровать. Тут телек, всякая такая мотота. Шкаф, все очень красиво стилизовано. Даже есть столик. А на бэк-ярде у нас, видите, как туда попасть? Ну и дверь следующая. А сзади у нас тут прекрасный сад. Туалет, умывальник, ванна и прекрасный сад. И сам отель сказочно выглядит. Класс вообще такой. Просто все в этих цветах, все пальмочки, все такое. Территория отеля тоже вон огорожена колючей проволокой. Это не что посетители не убежали, а от обезьян. Тут они где-то есть. И ведут они себя крайне нагло. Поэтому рекомендуют их не кормить. Не кормить. А Алиса нашла котят. Да, Алиса? Ой, какие. Они сосут. Ой, какая Кося. Ой, она довольная такая, глянь. А еще четвертый котенок.
К вечеру над вулканом Ринджани развеялись тучи, и наконец он открылся во всей своей величественной красоте. Я стою на смотровой площадке нашего отеля Ринджани Лодж и просто не могу отвести глаз. Передо мной второй по высоте вулкан в Индонезии – Ринджани, возвышающийся на 3726 метров. Это не просто гора, это священное место для местных народов. В его кратере скрыто невероятное озеро – Сегара-Анак, что в переводе означает «дитя моря». Оно появилось после последнего крупного извержения и по сей день излучает мистическую тишину. Вершина Ринджани – мечта многих трекеров. Путь к ней непростой, подъем занимает около 3 дней и требует хорошей физической подготовки. Это вам не на Батур подняться за пару часов, поэтому многие ограничиваются посещением озера, подъем к которому занимает 1 день. В этот раз мы не успеваем на восхождение, времени просто не хватило. Но одно мы знаем точно – мы сюда обязательно вернемся, чтобы однажды стоять на его вершине и встретить там рассвет. Сейчас же мы просто наслаждаемся этим моментом. Закат окутывает вулкан мягким светом, и вся долина словно замирает. Иногда, чтобы прочувствовать силу места, достаточно просто на него посмотреть. Мы проснулись на рассвете, чтобы повидать такую красоту. Вот та гора, я не знаю, как вдали, как она называется. А вот Ринджани, он просто невероятно красивый. Его подсвечивает, уже солнышко выглядело. Очуменно. Просто фантастический вид. Открываются, как эти террасы подсвечиваются, джунгли, красотень. Good morning. Вид на Ринджани. А теперь good morning. По тропе мы спускаемся к 2 водопадам. До первого нам 15 минут. Название я его не понял. Здесь такой специфический английский язык у местных, что когда ты спрашиваешь что-нибудь, ну в ответ ты получаешь такие, вот как тайский диалект какой-то. Сапалайт и в таком вот духе. Поэтому название я потом, короче, прикреплю. Сейчас мы чухаем на водопад. Первый. Посмотрим, у него особенность, он не имеет реки, он прям вот с ручья бьет вниз. Второй мы тоже посмотрим, будем реку переходить, реку по мосту, короче, в общем, будет красиво. Сейчас буду снимать. Вот и первая обезьяна на нашем пути. Маленький жопастик. Выглядит он, конечно, мило, но пусть он там и сидит. Потому что когда они подходят, они начинают резко наглеть. Мы поднялись чуть уже выше, точнее ниже, опустились. Здесь вот такой вот течет ручей. This irrigation, the government building before independent, before Indonesian independent, long time ago. So they make with the hammer. В общем, вот этот ручей government выдолбал и построил специально для местных, для того, чтобы орошать поля рисовые. Выглядит красиво очень. Вот водопад, как выглядит, конечно, фантастическое зрелище такое. Вау! Ну просто красотень. Грациозно так он падает вниз. Добро пожаловать в сердце острова Ломбок.
к подножью водопада Сандам-Гиле. Это место словно скрыто от времени. Мощный поток воды срывается с высоты, рассыпаясь миллионами капель в изумрудной тени джунглей. Сандам-Гиле не просто природное чудо. По местным легендам, вода здесь дарит молодость и силу. Каждый шаг сюда – маленькое приключение, а встреча с водопадом – настоящая награда. Влажный воздух, прохлада брызг, шум воды. Здесь легко забыть обо всем и просто быть. Если вы ищете место, где природа говорит громче слов, то мы его нашли. Ну и местами присутствуют такие вот значки хати-хати, что может обрушаться скала. Ну а кто не верит, вот слева наглядная демонстрация. Упало дерево и повалило всю ограду. Немного здесь, точнее мы одни. Но это по причине того, что сейчас мы планировали вообще прийти сюда часиков эдак в 7. Но пока там кофе, то да сё. В общем, пришли мы к 8. Да, вот сейчас даже 8:30 уже, пока мы дочапали. Людей тут практически нету, кроме нас. Ну и вон там местных пару ребят прошло. Поэтому... Но сейчас будний день, поэтому, в принципе, нормально. В выходные дни здесь людей дофига. Это надо учитывать, когда едешь на такие активитис. А мы счастливчики, потому что мы черных обезьянок застали. Вон они такие маленькие. Ай, класс. Малыши такие. Блин, ну это джунгли, понятно, ветки не раздвинешь. Вон она. Здоровая, вон она. Ух, полетела. О! О! Это, конечно. Малыша спрятала и упрыгала. Тут прям, ух. Прям Discovery началось. Вау. Как они по веткам этим прыгают. Мы наняли себе гида. Ну, еще в начале. Можно, конечно, шагать без гида, но по джунглям это не самая лучшая идея. Всякое в жизни случается, но лучше перебздеть. Это ж прям эпично выглядит, как вау. Эти ступени прям как, я не знаю, можно тут какой-то эпичный фильм снимать. Прям, ой, ты ёпарасы, чуть не улетел. Сейчас мы будем проходить через мост над рекой. Вау. It's like a place for movie. Yeah? Yeah, very nice. Very special. Wow. В общем, этот мост своеобразный акведук. Здесь внизу течет вода. Там река, а тут течет вторая река. Прикольно. Ух. Блин, ну место реально бомбическое. Невероятно. Прям красотень такая. Ух. Вот и почки растаманят. В общем, тут еще есть такая развлекуха, вот нам рассказали. Вот экипа и прикол. Значит, вот эти камеры там стоят. И тут я сейчас покажу местную развлекуху. Вот я захожу в туннель, здесь течет вода. Ты садишься на камеру автомобильную, и в этот туннель темный, короче, туда улетаешь. Вылетаешь через мост, и там уже где-то это вот, ну, по туннелям разным, в общем, тебя выносит в начальную точку, где мы только начинали наше путешествие.
Конечно, блин, хер его знает, это экстремально выглядит. Сыкотно. В общем, короче, выглядит это эпично, завораживающе. Ну, конечно, хочется, но сыкотно. Не знаю, я подумаю. Подумать надо над вот этим вот всем. Потому что в темную трубу куда-то улетать, это слишком. Вот мы идем, и вроде как бетонная дорожка, но на самом деле под нами протекает горная река. Кто бы мог подумать. What were you during this time when it happens? When the earthquake coming? Yeah, in 2018. What are you doing those time? You were here? Yes, I'm here in village. Then that's very scary. Yeah, I'm scary with many people. We just together with the many people at the large place because the house is broken. Yeah, many people died. Yeah, in 2018, like more than 500 people died. Oh. Yeah. So it was only earthquake. There was no eruption of volcano. Not eruption. No eruption. Yeah, just earthquake. You can standing like this. You can stand up like this. You'll be fall down. You need to hold something, then you can. When the earthquake coming, I hold the trees, then like this. Because it shake, yeah. Yeah. Ну, это нам немножко наш гид поведал, как тут было в 2018 году. А я напомню, в 2018 году здесь было большое землетрясение, после которого погибло много людей, много разрушений. Вот этот канал, он говорит, построили в 2018 году, ну, в 2019 точнее, потому что предыдущий канал был разрушен оползнем после землетрясения. В общем, как могли вы заметить, место очень красивое, но живешь здесь как на пороховой бочке. Тем временем вдоль красивенной горной реки мы двигаемся навстречу большому водопаду Тиу-Келеп. Созерцая всю эту красоту, нужно помнить о безопасности. Дорога хоть и не кажется сложной, но местами придется переходить бурные ручьи, лазить по камням и деревьям. Лучшая обувь для этого места – это кроссовки. Сейчас мы переходим реку. Да. Oops. It's okay, I will walk by myself. It's okay, yeah. Вау. Бляха, ноги так сносят потоком. Охренеть. Освежающий такой экспириенс. Класс. Такое здоровенное поваленное дерево. Здесь такие вон камни огромные, все завалено. Сейчас надо будет опять вброд переходить реку. Вау, просто космос. Как это выглядит красиво, я не могу. Обалдеть. Камни эти, валуны. Река такая, ух. Дальше наша тропа уходит влево. Но, честно говоря, если бы вот через джунгли она уходит, если бы не гид, хер ее найдешь. Так бы и шли дальше по пути. Ух, прям такая джунглевская тропа. Вокруг лес сплошной. Мы долго думали, надо ли идти на эти waterfallсы. И мое вот уже даже сейчас решение, это однозначно того стоит, потому что это невероятный экспириенс, прогулка по джунглям, вдоль, точнее, такой горной реки, классно. Здесь такие завораживающие пейзажи, джунгли, склоны такие невероятные высоты, и ты сюда спускаешься, здесь идешь, конечно, красотень необыкновенная. Блин, как красиво! Обалдеть просто, это огромное дерево лежит. И вон он водопад.
Вот он, водопад Тио-Келеп, скрытый среди тропического леса у подножья вулкана Ринджани. Мы преодолели нелегкий путь к нему, но это того стоит. Тио-Келеп с местного диалекта переводится «водоем для плавания». Местные верят, что вода Тио-Келеп обладает очищающей силой. Считается, что омовение в ней приносит здоровье и удачу. Водопад берет начало из подземных источников и ледников горы Ринджани. Вода здесь кристально чистая и прохладная. Водопад состоит из двух уровней. Сверху падает мощный вертикальный поток, а по бокам его обрамляют тонкие струи, стекая по склону, как серебряная завеса. В вертикальный поток строго запрещено заходить. Он настолько мощный, что легко переломает ваши кости. Зато с удовольствием можно взбодриться в боковых потоках. Также по местным преданиям в этом водопаде обитает дух-хранитель леса, поэтому местные жители просят у него разрешения, прежде чем войти в его воды. Экскурсия нам очень понравилась. Если вдруг вы окажетесь в отеле Ринджани Лодж, либо будете планировать подъем на гору Ринджани, обязательно загляните сюда. Это место того стоит. Все полезные ссылки будут в описании к видео. Короче, описать словами это сложно. Одни только эмоции. Место, конечно, фантастическое. Такой мощный водопад. Он пусть там не самый большой в мире, но, блин, короче, ты туда подходишь, там такой ветер сильнючий, просто вообще. Тебя аж прям вот как шквальный дождь такой, ручьи этой воды, брызги, оно все прям тебя поливает, класс. А по поводу холодно, не холодно, в общем, оно не холодно. Настолько много эмоций, что... Про температуру там забываешь. Ну, на самом деле, такой освежающий душик. Просто космос, я не знаю. Ну, я рекомендую посетить этот обязательно водопад. На Бали те водопады, они не то. Здесь летают вон красивые бабочки какие такие. Огромные просто. Красивые очень. Да, местами хочешь сделать красивые фотки и видео, надо раскорячиться. Мы решили пройтись по дну реки. Более увлекательный маршрут. Здесь летают вон стрекозы. Надо, конечно, быть аккуратным, потому что довольно скользко. Я уже тут пару раз чуть не расстелился. Но классно, красиво. Вон дерево какое огромнейшее. Просто вот исполин какой-то. Шикарной тропой мы шагаем. Выходим мы в таком красивом месте. А тут грибочки растут такие, поганочки. Вот уже 10:30, то, о чем мы говорили. Уже толпы туристов. Вот там тоже возле первого водопада тоже уже людей навалом. Поэтому хотите увидеть больше, приходите к 7. Смотри, как он на тебя смотрит, рыжий. Ну что, они здесь интереснее. Не смачь, плакать буду. Пожалуйста. Ну, посиди немножко, посиди. У нас тут драма. Алиса и котята. Закончилось наше пребывание в Ринджани Лодж. Сейчас мы будем отправляться по живописному горному маршруту на противоположный бок острова в отель. Отель классный, очень классно выглядит. Вид отеля изнутри, он неплохо выглядит. Номера хорошие. Ресторан тоже довольно вкусная еда. Здесь место бомбезное. Чистый горный воздух. Природа такая. Обязательно нужно, если даже на Ринджани не идти, обязательно нужно сходить здесь на водопады. Ломбок прикольный остров. Ну, сейчас посмотрим, что мы еще дальше увидим.